Глава 306. Возрождаясь из пепла. Что? Одним ударом. Да ты надо мной издеваешься. Чутянь не знал, насколько силен Наньгун Цзянь, но он явно не был слабым. Даже он, применив трансформацию огненного демона, не мог быть уверен в победе. Даже применив трансформацию огненного демона, он не мог быть уверен, что завершит бой в 2-3 удара. Наньгун Юнь была сильной, но невероятно хвастливой. Только один удар. Когда эта девчонка стала высокомернее, чем отец, противник услышал эти слова, и лица толпы странно изменились, особенно лица семьи Наньгун. Они не знали, сердиться или смеяться. Наньгун Юнь была очень в себе уверена. Как она, не видевшая мира, могла знать, насколько силен настоящий гений, Наньгун Цзянь не уступал Чу Синхэ. Хотя у Чу Синхэ была древняя техника меча, наследие семьи Наньгун ей не уступало. В конце концов, семья Наньгун была древней семьей. Они немного сдали, но у них еще оставались тайные сокровища. Искусство пылающих небес, которое культивировала Наньгун Юнь, было обязательной для семьи Наньгун техникой, но эта семья не делилась могущественными тайными техниками с ветвями семьи. Наньгун Цзянь отличался от Наньгун Юнь, которую отправили в изгнание, когда ей было 9 лет. К какой части древнего наследия семьи Наньгун у него не было доступа? Хватит болтать, холодно произнес маркиз тлеющего пламени, давайте уже. Со зловещим видом рассмеявшись, Наньгун Цзянь вдруг подскочил, взмахнув рыжими волосами. Воздух страшно раскалился, а за ним возник невероятно огромный огненный гигант, который был духовным источником Наньгун Цзяня. Великая небесная пылающая ладонь, вниз понеслась необъятная огромная ладонь, но Наньгун Юнь не вздрогнула. Она хладнокровно фыркнула, и ее тело покрылось звездным светом. Она даже не собиралась уворачиваться. Все поразились. Она с ума сошла. Когда огромная ладонь ударила Наньгун Юнь, она столкнулась со слоем звездного света. Ладонь рассыпалась на куски и взорвалась пламенем, которое рухнуло с неба огненным дождем. Правитель пылающего солнца и маркиз тлеющего пламени поникли, Наньгун Цзянь бил не в полную силу. Видимо, Наньгун Цзянь не планировал убивать Наньгун Юнь и даже думал сделать ее своей служанкой. Поэтому просто хотел ее покалечить. Однако в этой ладони была сила истинной души, Наньгун Юнь отбила ее, даже не пронившись. Безусловно, защитная техника, способная спасти от культиватора уровнем выше, была невероятна. 3 правителя и король Южного Лета поразились, потому что отчетливо поняли, техника Наньгун Юнь еще не достигла пика. У этой техники еще было место для роста. Какой же ужасающей эта техника станет, когда достигнет пика, со смешком Наньгун Юнь произнесла, слишком слабо. И такой силой ты хочешь уничтожить бессмертного звездное тело старушки. Мечтай, эта техника была бессмертным звездным телом, о торговом чуде собирали информацию многие, и бессмертное звездное тело Чутяня не было секретом. Ее культивировали почти все высокопоставленные члены торгового чуда. Эта техника оказалась сильнее, чем они предполагали. Эта техника даже могла стать наследной техникой секты, этот позор возмутил Наньгун Цзяня. Он хотел проявить милосердие, сохранив ее горячее тело, чтобы в будущем она могла ему служить. Он и подумать не мог, что она блокирует атаку эксперта царства истинной души, однако это произошло, он покажет ей истинную силу семьи Наньгун, руки Наньгун Цзяня создали печать, и воздух вокруг его тела стал горячим, будто в вулкане. Он взлетел в воздух, и у него над головой появилось много сложных печатей, которые содержали в себе разрушительную мощь лавовых рек. Божественная пламенная печать семьи Наньгун, король Южного Лета, несколько изменился в лице. Это была секретная техника, которая доставалась даже не всем прямым потомкам семьи Наньгун, немногие из них могли ее изучить. Техника была невероятно сильной и была связана с искусством пылающих небес, ее было достаточно, чтобы побежать врагов, которые были сильнее. Культивировать ее было невероятно тяжело. Сначала надо было достичь совершенства в искусстве пылающих небес. Искусство пылающих небес семьи Наньгун было сложнее, чем великое духовное искусство семьи Дунфан или изречение жизни и смерти семьи Шангуань. Членов семьи Наньгун, достигших совершенства, можно было пересчитать по пальцам. Никто не знал, что на это оказался способен Наньгун Цзянь, которому даже 20 не исполнилось. Божественное пламя 9 небес, услышь мой призыв и сожги все дотла, печати, окружавшие Наньгун Цзяня, скопились у него на ладони и сжались в ослепительный шар, напоминающий небольшое солнце. Мэн Цину сильно забеспокоилась. Чэнь Бин Юй, если что-то случится, ты должна принять меры. Чэнь Бин Юй несколько посерьезнела, вокруг нее закружились снежинки. Чутянь не изменился в лице. Его черные глаза удивленно смотрели на Наньгун Юнь. Остальные были ошеломлены. Они не думали, что все зайдет так далеко. Наньгун Юнь, я даю тебе один шанс. Держа огненный шар, полный энергии, Наньгун Цзянь победно взирал на Наньгун Юнь. Либо ты становишься моей рабыней, либо божественное пламя сожжет тебя дотла. Наньгун Юнь закрыла глаза, и небо заполнил алый свет. Раздался крик огненного феникса,
и на лбу Нангун Юнь возник глубокий отпечаток. Ответа не последовало. Но ответом стали действия Нангун Юнь. С гневным лицом Нангун Цзянь крикнул: «Тогда умри!» Огненный шар превратился в луч света. Даже железо, вступив в контакт с лучом, испарялось. Этот мощный луч энергии устремился прямо в Нангун Юнь. Вдруг Нангун Юнь открыла глаза и встала на пути луча, будто бессмертный феникс. Она смерти ищет. Сил Нангун Цзяня достаточно, чтобы убить даже культиватора 8-го уровня пробужденной души. Когда Нангун Юнь коснулась света, звездный свет разлетелся на куски, а тело ее покрылось ожогами. Нет, эта энергия была слишком сильной, звездное тело не могло ее остановить. Чэнь Бин Юй собралась сделать ход. Но кто-то остановил руку Чэнь Бин Юй. Чутянь странно на нее взглянул. Не бойся происходящего, Чэнь Бин Юй с недоумением посмотрела на Чутяня. Разве он не видит, что Нангун Юнь не может сдержать удар? Для нее эта энергия слишком сильная. Тело Нангун Юнь быстро охватил огонь, все с сожалением вздохнули. Естественно, тяжело раненая девушка была мертва. Какая жалость, обернись пеплом. Дико взревел Нангун Цзянь. Неожиданно для всех раздался крик Феникса. Столб огня вдруг взорвался фейерверком, и пламя образовало огромного Феникса. Король Южного Лета и 3 правителя были в шоке. Что это? В центре Феникса виднелась Нангун Юнь, ее обожженное тело испускало золотое пламя, из-за чего она напоминала элементаль. Золотое пламя быстро превратилось в невредимую мягкую кожу. Нангун Юнь не поранила даже температура, способная растопить железо. Возрождение из пепла. Голос правителя пылающего солнца дрожал. Бессмертный. Бессмертный Феникс. Разве это не легендарный бессмертный Феникс? Кажется, у Нангун Юнь был иммунитет к огню, потому что он вступил с ней в контакт, но не смог причинить ей вред. Скорее всего, Нангун Юнь поглотила его и сделала своей силой. Нангун Цзянь потерял дар речи. Разве он мог видеть такую технику раньше? Теперь моя очередь. Удар пикирующего Феникса. Из тела Нангун Юнь вылетел огромный огненный Феникс и стремительно кинулся к Нангун Цзиню. Плохо дело, члены семьи Нангун были поражены. Атака не просто содержала в себе силу Нангун Юнь, но и силу Нангун Цзяня. Ее не мог блокировать даже культиватор 9-го уровня пробужденной души. Быстро, слишком быстро, взмахнув крыльями, подлетел божественный Феникс, маркиз тлеющего пламени не мог спасти сына. Когда Нангун Цзянь был готов сгореть дотла, за ним возникла высокая сильная фигура, которая схватила огненного Феникса за шею. Эта непреодолимая сила отбросила огненного Феникса. Рассердившись, он сплюнул божественным пламенем. Оно обогнуло правителя пылающего солнца и приземлилось на Нангун Цзяня. Ах, с жалким воплем Нангун Цзянь превратился в головешку и рухнул с неба, словно обгорелая ворона. Нет. Маркиз тлеющего пламени поймал Нангун Цзяня и сразу же вылил ему в рот драгоценное лекарство. Когда маркиз осмотрел его меридианы, он похолодел. Почти все меридианы Нангун Цзяня были уничтожены. Как безжалостно. Я тебя убью. Когда маркиз тлеющего пламени был готов взорваться, его вдруг остановили 2 человека. Это были Гю Цань Цу и Чэнь Бин Юй. Культивация маркиза была шокирующей, но даже он не мог пройти мимо 2 экспертов на пике 9-го уровня пробужденной души. Безмолвный правитель не мог сидеть сложа руки. Он щелкнул пальцами, и с неба упал огромный красный меч. Он приземлился между обеими сторонами, не дав им шагнуть вперед. «Смиритесь с поражением», — холодно произнес безмолвный правитель. «Подавлять слабых силой, бесчестно для вашей воинской гордости, огромный красный меч, упавший с неба, всех поразил». Он возник из ниоткуда, но остановил великого ученого, Чэнь Бин Юй и маркиза тлеющего пламени. Словно их схватила невидимая рука. Слишком сильный. Сила безмольного правителя была неизмеримо глубокой. «Правитель пылающего солнца, ты хочешь отомстить за внука?» Взгляд правителя был крайне неоднозначным. Он посмотрел на Нангун Юнь, как побежденный лев. «Ты можешь сказать, что за тайную технику ты применила?» Чутянь кивнул. «Это была не тайная техника, это была культивационная техника», — громко сказала Нангун Юнь. «Это сверхтехника, которую дал мне босс, Великое Писание Нирваны. Я только что вышла за пределы». Глава 307. Армия боевого дракона. Члены семьи Нангун застыли, словно не выдержали такого удара. Король Южного Лета, безмолвный правитель, совершенный правитель и другие изменились в лице, потому что полностью осознали произошедшее. Это была не тайная техника, а культивационная техника. Это были совершенно разные понятия. Тайная техника основывалась на культивационной технике на одном ее ударе. Она не сильно отклонялась от культивационной техники. К тому же, когда повышались силы, пользоваться ей становилось намного проще.
Культивационный фундамент был другим. Базой культиватора была основная культивационная техника. Если техника была сильной, то и культивация была сильной. Техника могла повышать культивацию, а прорыв в технике мог поднять культиватора на уровень выше. Хорошая культивационная техника оказывала на рост культиватора сильное влияние. Чем выше был уровень техники, тем больше был потенциал развития. Для культиватора было очень важно верно выбрать культивационную технику, которая останется с ним на всю жизнь. Она развивалась вместе с ним и слабее не становилась. Наньгун Юнь была всего на 6-м уровне пробужденной души, а уже проявляла такую разрушительную мощь. Как далеко она зайдет, если достигнет 9-го уровня или даже царства истинной души? И еще больше удручало то, что Наньгун Юнь была только на пороге. Чтобы достичь пика в искусстве пылающих небес, достаточно было просто начать изучать Великое Писание Нирваны. Была ли это человеческая техника? Нет, она была сравнима с техниками демонических богов. Великое Писание Нирваны считалось бы лучшей техникой даже в самых сильных империях континента. Она не уступала технике королевской семьи. На самом деле Чутянь тоже был очень шокирован. Великое Писание Нирваны было одной из культивационных техник, которые он привез с собой. Она немного уступала 9 переменам демонического бога, которой пользовался Чутянь, однако ее было достаточно, чтобы быть в этом мире беспрецедентным. Эта техника была очень сложной для понимания, ей нельзя было научиться за один день. Чутянь отдал эту технику Наньгун Юнь давным-давно, но никогда не думал, что она ее выучит. Чутянь полагал, что если Наньгун Юнь захочет ее культивировать, то ей придется сначала достичь царства истинной души. Более того, она требовала ужасающего количества материалов, а торговое чудо не могло поддержать ее, даже опустошив казну. Несколько дней назад, сражаясь с Дун Фанхажанем, Наньгун Юнь даже не достигла этого порога. Она изучила ее всего за несколько дней. Это было слишком чудесно. Наньгун Юнь была только на 6-м уровне пробужденной души, внешней помощи у нее не было. Хоть он и не достигла царства малого успеха, она научилась немного использовать силу Великого Писания Нирваны. Одно это казалось Чутяню невероятным, ей легче культивировать, потому что ее духовный источник божественного класса связан с огнем, невозможно, он лишь усиливает эффект, духовный источник божественного класса требовался только для Великого Писания Нирваны. Хотя источник Наньгун Юнь был божественного класса, сильным он не считался и был среди духовных источников божественного класса одним из слабых. Даже при идеальном сочетании с культивационной техникой прогресс не мог быть таким быстрым. Кажется, это была родословная семьи Наньгун Юнь. Они называли себя преемниками Феникса. Может ли быть так, что их предок передал им сильную энергию, которая стала потенциалом для будущих поколений? Неужели Наньгун Юнь повезло, и ее родословная позволила ей немного понять Великое Писание Нирваны? Потенциал Наньгун Юнь оказался даже выше, чем он представлял, неважно по какой причине, но Наньгун Юнь прошла порог, и это был факт, который невозможно оспорить. Чутянь был прекрасно осведомлен о силе Великого Писания Нирваны, и Наньгун Юнь могла управлять всем огнем мира. Будучи на уровне пробужденной души, она уже стала невосприимчивой к огню. Выпущенная энергия Наньгун Цзяня не могла навредить Наньгун Юнь, она только увеличила ее силу. Это было только начало. Если Наньгун Юнь достигнет в Великом Писании Нирваны царства большого успеха, она приобретет иммунитет ко всем видам огня. Неважно, насколько горячим и сильным он будет, Наньгун Юнь будет невозможно убить огнем. Если Наньгун Юнь выпадет такая возможность, и она достигнет царства совершенства, пока в ее теле будет много энергии, оно будет бессмертным. Именно поэтому Чутянь сосредоточился на Наньгун Юнь. Когда он решил обучить Наньгун Юнь этой технике, Чутянь решил заняться ее подготовкой целенаправленно. Если у нее будет сила этой техники, она окажется на вершине континента. Наньгун Юнь легко победила Наньгун Цзяня, и ее переполняла уверенность. Самый сильный человек нашей семьи способен только на это. Если бы у моей семьи была такая же сильная техника, как бессмертное звездное тело или Великое Писание Нирваны, стали бы они изгонять меня из семьи, члены семьи Наньгун напоминали сдувшиеся воздушные шары. Они были подавлены, сильно подавлены. Древняя культивация семьи Наньгун насчитывала бесчисленные годы, правитель Пылающего Солнца изменился в лице и с серьезным видом спросил, неужели это лишь порог Великого Писания Нирваны? Призывая правителя не иметь никаких планов на эту технику, подошел к нему Чутянь, я могу дать вам эту технику, но основное требование заключается в том, что для нее нужен огненный источник в виде феникса. Кому-то из семьи Наньгун будет польза от этой техники. Если в вашу небольшую семью из маленькой страны попадет такая техника, это навлечет на вас беду, Чутянь говорил правду. Правитель Пылающего Солнца уже это понял. Когда Наньгун Юнь применила Великое Писание Нирваны, техника слилась с силой феникса. Можно сказать, ее не мог культивировать тот, у кого не было духовного источника божественного класса, и лучше бы ему быть огненным фениксом. Наньгун Юнь была небесным талантом, неудивительно, что Чутянь сконцентрировался на ее обучении.
Правителю Пылающего Солнца пришлось признать, что из-за ошибки прошлого семья Наньгун лишилась выдающегося таланта. Из-за ошибки прошлого выдающийся талант перешел под крыло совершенного эксперта. Под его руководством ее будущее станет в десятки тысяч раз ярче, и она полностью затмит так называемого правителя Пылающего Солнца. Однажды в ней пробудится сила несгибаемого феникса, маркиза Тлеющего Пламени переполняли мысли гнева и обиды. Правитель, покалечили самого выдающегося человека из третьего поколения, и мы должны проглотить это оскорбление, заткнись. Поражение есть поражение. Члены семьи Наньгун могут себе это позволить. Сердито упрекнул его правитель Пылающего Солнца, вспомнив, что он намного старше. В конце концов, Наньгун Цзянь был одним из внуков, которых он уважал. Он посмотрел на Наньгун Юнь. «Надеюсь, ты запомнишь свои слова». Наньгун Юнь кивнула. «Я всегда буду преемницей Феникса», маркиз Тлеющего Пламени отчетливо разгадал мысли правителя Пылающего Солнца. Будущее Наньгун Юнь было непростым, и правитель Пылающего Солнца не мог убить такой талант. «ПФ, до свидания», сердито взмахнув рукавом, маркиз Тлеющего Пламени увел Наньгун Цзяня. Совершенный правитель посмотрел на правителя Пылающего Солнца и вздохнул. Старец Наньгун действительно был старым. Потом он посмотрел на Чутеня, и его заполонили сбивающие с толку мысли. Сколько секретов у этого человека, выражение лица у короля Южного Лета было очень серьезным. Он правил королевством больше 20 лет, но эта ситуация оказалась беспрецедентной. Он не мог контролировать Чутеня, Наньгун Юнь и торговое чудо, и это угнетало короля. Выступление Наньгун Юнь открыло всем глаза. Король не показал беспокойства. Сложные вопросы можно было обдумать потом, сейчас следовало вести себя, как обычно. Как королевство может не обратить внимания на такой редкий талант? Даруйте Наньгун Юнь титул почетного королевского рыцаря, 10 духовных предметов, 10 таблеток святого класса и 10 коробок ценных лекарств. Надеюсь, ты станешь сильнее, мудрее и поможешь стране Южного Лета, мой мудрый король. Громко закричали все. Наньгун Юнь быстро его поблагодарила. Мэн Ин накинула на Наньгун Юнь плащ. В конце концов, во время битвы Наньгун Юнь сильно обгорела, и люди могли заметить весенний пейзаж. Сражение старшей Наньгун было таким красивым. С поклонением в лице посмотрела на нее Мэн Ин. «Ты явно сильнее, чем Чутянь, Тхем». Кашлянул Чутянь. «Глупышка, разве ты не умеешь разговаривать?» Мэн Ин высунула язык. Это правда, Чутянь уже не был так уверен в победе над Наньгун Юнь. Когда все расслабились, вверху раздался свист. С неба приземлились летающие звери, словно рассеявшиеся вокруг цветочные лепестки. «Они здесь». Просиял король южного неба и махнул рукой. «Готовьтесь их приветствовать», два строя стражников в стороне заиграли приветственную музыку. Раздалась серия ударов. Словно по земле, демонстрируя мощь, заставляющую сердце людей дрожать, бил тяжелый молот. Под любопытными взглядами людей возникли черные фигуры. Это было кавалерийское подразделение, но ехали они на лазурных штормовых лошадях. Лидер был громоздким, тело его покрывала черная броня, сделанная из кожи демонов. Личико Мэн Ин покрылось шоком. Разве это не земляные драконы? Так много земляных драконов. Мэн Цин У тоже нашла это невероятным. Земные драконы были демонами второго класса, некоторые действительно происходили от драконов. Чем чище была родословная, тем сильнее они были. Некоторые земляные драконы легко могли стать демонами третьего класса. Земляные драконы были близки к культиваторам царства пустой души. 1-2 дракона не так уж и впечатляли. Но сейчас на земляных драконах ехал целый отряд кавалеристов, это была непревзойденная кавалерия земляных драконов, даже в будущем земляные драконы были сложно приручаемыми чудовищами. Сильная оборона, храбрый характер, высокая выносливость, они были хорошими боевыми снарядами. Сражения на земле, особые миссии, кавалерия земляных драконов могла справиться со всем. Откуда в стране Южного Лета была такая сильная кавалерия земляных драконов, сравниться с ней могла лишь кавалерия грифонов, но она была малочисленной. Не такой крупной, как армия земляных драконов. Армия грифонов принадлежала королевским рыцарям, они отвечали за защиту имперского города и королевского дворца. Тогда для чего нужна была эта армия, Чутянь ощутил, как нос наполняется кровью. Отряд земляных драконов явно провел на поле боя больше времени, чем отряд грифонов. Эта армия сражалась на фронте с племенами гончих войны. Армия боевого дракона, громко выкрикивали все. Когда армия сверкающего пламени пала, ее заменили армией боевого дракона, которая стала на севере первой линией обороны. Иначе кочевая кавалерия гончих войны уже давно пробилась бы в имперский регион. Больше 10 лет армия боевого дракона сдерживала племя гончих войны. У них было много побед и заслуг. Именно поэтому они были так известны в стране Южного Лета. Медленно вышел другой земляной дракон.
Родословная земляных драконов отражалась на их внешности. Земляные драконы низшего класса обладали черной чешуей, потом следовали драконы с красной и золотой чешуей. Почти все в отряде были черными земляными драконами. Развитие их было ограничено, они не могли стать демонами третьего класса. У главного земляного дракона была темно-красная чешуя, а разбросанные по ней золотые чешуйки придавали ему благородный вид. Это был земляной дракон с чистой родословной, возможно, в будущем он мог стать демоном третьего класса. На спине земляного дракона стоял героического вида юноша с золотым копьем в руке. Сверкала темно-золотистая броня, развивался на ветру, словно яркий флаг, золотой плащ. Легко шагнув, он спрыгнул с дракона. Он упал на землю, словно золотой метеор, и поднял слой пыли. Молодой командир армии боевого дракона Ван Тянь-Лун приветствует Ваше Величество. Когда отбыла армия тлеющего пламени, появился Ван Тянь-Лун со своей армией. Это была волна, идущая следом за другой. Глава 308. Героический боевой маркиз. Этот юноша был очень впечатляющим. Не будучи старым, он был очень зрелым, его тело окружала агрессия, напоминающая убийственно острый меч, который в любой момент мог ударить. Его словно окружал неприступный золотой узор, в нем нельзя было найти ни одного недостатка. За молодым командиром армии боевого дракона, Ван Тянь-Луном, который был на 9 уровне пробужденной души, были 4 человек, в том числе и Ван Ту, которого смутило присутствие Чутеня. Ах, враги встречаются на узких тропах. Команда Чутеня ощутила подавленность. Наконец-то пришел наш главный герой, ха-ха-ха. Забыл о происходящем король Южного Лета и рассмеялся. Пожалуйста, генерал, встаньте. Ваше путешествие было долгим. По толпе пробежал шепот. Важная церемония была посвящена Ван Тянь-Луну. Ван Тянь-Лун сложил ладони. Подчиненный ничего не сделал, я не смею принимать такое приветствие. Чутянь подумал про себя. Да ты прикидываешься. Ты провел через город отряд земляных драконов. Разве это не сообщило всем, что ты вернулся? Ты и теперь прикидываешься скромным. У генерала есть и скромность, и талант. Воистину, он основа страны Южного Лета. Слабо улыбнулся король. Борьба с гончими войны на севере, победа над всеми их войсками, бесчисленные боевые заслуги. Труднее всего поверить, что тебе 31. У тебя безграничные перспективы, Ван Тянь-Лун спокойно произнес. Защита страны Южного Лета — наша ответственность. Король Южного Лета спросил. Король задается вопросом, как далеко продвинулся генерал. Ван Тянь-Лун ответил. Я счастлив, этот слуга прорвался, министры были поражены. Прорвался. Все это время Ван Тянь-Лун был на 9 уровне пробужденной души, а раз он прорвался, то достиг пика 9 уровня. В стране Южного Лета появился еще один эксперт. Это действительно было достойно великого праздника. Ван Тянь-Лун был квалифицированным ученым и знатоком боевых искусств. Он мог стать столпом, поддерживающим мир, и генералом, пересекающим поле битвы. Хорошо. 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 Трижды воскликнул король. Генерал оправдал ожидания этого короля. Совершенный правитель, возьми королевское воззвание. Есть. Совершенный правитель взял у 2 офицеров королевское воззвание и вышел на сцену, высоко подняв воззвание, сияющее золотом. Глаза людей широко распахнулись. Раз королевское воззвание читал сам совершенный правитель, значит, оно гласило нечто очень важное. 10 лет молодой командир армии боевого дракона Ван Тянь-Лун сражался с гончими войны, приняв участие в 90 мелких и крупных походах, убив больше 800 тысяч гончих войны. Ты заработал множество выдающихся заслуг и стал образом для молодого поколения страны Южного Лета. Король наделяет Ван Тянь-Луна статусом боевого маркиза 2 класса и титулом героического боевого маркиза. 8000 миль в радиусе имперского региона, государства Цан и равнина гончих войны, в общей сложности 42 города с населением 40 миллионов человек, будут переименованы в военное государство и перейдут под управление героического боевого маркиза. Заиграла праздничная музыка, все разразились восторженными криками. У такого великолепного парада действительно была причина. Спустя годы в стране Южного Лета наконец появился новый маркиз, героическому боевому маркизу Ван Тянь-Луну было чуть больше 30. Он достиг пика власти, невероятной редкости в стране. Не нашлось министров, генералов или граждан, которые опровергли бы решение короля. Ван Тянь-Лун стал генералом с настоящей властью, он вышел на поле боя, когда ему было 20, и за 10 лет он достиг многого. Он стал достаточно сильным, чтобы быть маркизом, и эта церемония была в честь его нового статуса. Большое спасибо королю за милость, команда генералов Ван Ту уже об этом знала. Когда их молодого мастера назвали маркизом, они опустились на колени. В 3-м поколении семьи Ван появился маркиз, и это был еще один шаг вперед. Героическому боевому маркизу было всего 30 лет, а впереди его ждали еще 70 лет.
Времени, чтобы даровать семье Ван величие, сделать ее семьей номер один, было предостаточно. Ван Тяньлун слегка поклонился, взял королевское воззвание и с уважением преклонил колени перед 3 правителями и королем Южного Лета. От начала и до конца он не изменился в лице, словно старик, глядящий сквозь славу и удачу. Король Южного Лета устроил церемонию, чтобы объявить о новом маркизе Южного Лета. К 8 маркизам Южного Лета добавился еще один. К 8 уже существующим государствам добавилось еще одно. Под восхищенными и завистливыми взглядами Ван Тяньлун получил титул маркиза. Он стал 9-м маркизом в королевстве, боевым маркизом 2-го класса, и это было даже выше, чем маркиза Божественного Ветра из Центрального государства и маркиза Зеленого леса из государства Цин. Весь народ рад появлению героического боевого маркиза. Ради вечного процветания страны Южного Лета королевский банкет нужен был, чтобы объявить о героическом боевом маркизе, и он стал главным героем. Молодой маркиз командовал большой армией, сражался на фронте, кто не мечтал о таком муже. Героического боевого маркиза поздравляли все министры. Даже ученые, поддерживающие Чутеня, должны были вести себя с ним вежливо. Безумные псы делали это не ради человека, а ради событий. Ван Тяньлун внес в развитие страны важный вклад, с юности защищая фронт. Естественно, он стал уважаемым маркизом. Так вот в чем дело. Безмолвный правитель говорил, что самой большой проблемой для Чутеня станет семья Ван. Этот парень был просто неприступным. Талант Дунфана Хаожаня и тактика безмольного правителя. Благодаря достоинствам и репутации он стал героическим боевым маркизом. Этот человек был спокойным и не хвастал, как Чу Син-хэ. Он не был высокомерным, как обычные гении, так что это был очень сложный противник. Мэн Ин была очень счастлива, но теперь она забеспокоилась. Мэн Цин заволновалась еще сильнее. Жители оскорбляли семьи Ван, потому что в имперском городе не было Ван Тяньлуна. Теперь ситуация изменилась. Ван Тяньлун не только вернулся, его нарекли героическим боевым маркизом. Семью Ван переполнял энтузиазм, все негативные слухи о них исчезли. В будущем героический боевой маркиз станет сокровищем имперского города, а Чу Тянь наверняка перестанет быть в центре внимания. Мэн Цин подумал об этом и вдруг нахмурила темные брови. Все было запланировано. Король Южного Лета сознательно продвигал героического боевого маркиза, чтобы подавить небывалое высокомерие Чутеня и оказать на него давление. Торговое чудо было всего лишь компанией. Героический боевой маркиз был столпом страны Южного Лета. Трудно сказать, чью сторону займут жители, если Чутянь столкнется с героическим боевым маркизом. Хотя Мэн Цин подозревала, что король Южного Лета идет против Чутеня, она не могла найти ничего подозрительного. Титул маркиза Ван Тяньлун, обладающий уважением, достоинством и силой, получил заслуженно. Королевский банкет продолжился. Король Южного Лета поднял бокал, чтобы произнести тост. Теперь, когда появился героический боевой маркиз, когда у тебя появились земли, не стесняйся говорить, и если у тебя есть просьбы. Пока король может их выполнить, он это сделает. Раз я возглавляю войска, в землях нет необходимости. Глубоко поклонился королю Ван Тяньлун, есть 2 небольших вопроса. Надеюсь, Ваше Величество может помочь. Вот как? И какие же? Во-первых, недавно по имперскому городу разошлись слухи, очернившие имя семьи Ван. Этот слуга просить смыть это оскорбление. Король несколько изменился в лице. Героический боевой маркиз, ты. Во-вторых, круглый год этот слуга находится на поле боя. У меня нет времени заниматься семейными вопросами. Семейные старейшины обсудили это со слугой, надеясь, что этот слуга женится. Итак, я надеюсь, что Ваше Величество поженит этого слугу на вице-президенте торгового чуда Мэн Цину. Вдруг Мэн Цин сжала кулаки. Она и подумать не могла, что просьба Ван Тяньлуна окажется такой. Мэн Ин вышла из себя, но Чу Тянь одернул ее. Ешь дальше, все в порядке. Я разберусь. У Мэн Ин не было статуса, и если она выскочит, это вызовет неприятности. Король Южного Лета никогда не согласится на эту просьбу, иначе он разорвет связь с Чу Тянем. А вот Чу Тянь мог выступить даже против короля Южного Лета. Безмолвный правитель и великий ученый тоже бы с этим никогда не согласились. На лице короля Южного Лета проступила неловкость. Что касается обеления семьи Ван, король может подписать королевское воззвание. А вот второй вопрос Ван Тяньлун произнес: мы смоем позор с нашей семьи. Ван Ту, вышел Ван Тун, сложил ладони и высокомерно сказал Чу Тяню: торговое чудо оклеветало меня, и семья Ван понесла большие потери. Моя просьба ничтожна, я просто хочу, чтобы ты извинился, преклонив колени, а потом принял предложение семьи Ван. Тогда мы забудем о претензии. Чу Тянь держал бокал янтарного вина, и его рука задрожала. А если я не соглашусь, холодно улыбнувшись, Ван Ту произнес: тогда я верну себе уважение, как воин. Чу Тянь поставил бокал.
Чего ты хочешь? Ван Ту пристально посмотрел на Чутиня. Хочу бросить тебе вызов, все разволновались. Гоу Цань Цу сердито сказал: генерал Ван Ту, уважаемый эксперт 9-го уровня пробужденной души, это явное издевательство над слабым, и ты называешь это методом воина. Это не вернет тебе уважение, ты в любом случае станешь для людей посмешищем, безмолвный правитель мягко сказал. Ван Ту злоупотребляет силой, чтобы запугивать слабых, ты правда очерняешь генеральское уважение. Лицо Ван Ту посинело, а потом побелело. Как он мог не уважать безмольного правителя? Однако как он мог успокоиться, не отомстив за унижение? Неважно, вернет ли он себе славу, главное — проучить Чутиня и даже лично причинить ему вред, выплеснув гнев. Хочешь бросить вызов торговому чуду? Возникла загадочная женщина в черном. У нее была изящная фигура с прекрасными изгибами, у нее было зрелое тело. Под темной вуалью раздался холодный голос. «С тобой буду драться я». Люди впервые обратили внимание на эту загадочную женщину в черной маске. Чэнь Бин Юй всегда вела себя сдержанно. Чэнь Бин Юй была вся в черном, словно призрак, она просто сидела на месте. Чэнь Бин Юй не пила, не ела, не произнесла ни слова. Она напоминала ледяную статую. Теперь, когда она вышла, весь зал наполнила холодная аура, и у людей замерзли сердца. Какой холодный воздух, какая сильная аура, ее культивационный фундамент был невероятно глубоким. Правитель Пылающего Солнца удивленно спросил: «Ты, Чэнь Бин Юй?» О происхождении этой девушки мало что знал даже правитель Пылающего Солнца. Она была иностранкой, которая приехала в имперский город. Из-за потрясающего таланта ее приняла семья Наньгун. Она была официальным гостем, а потом ее повысили до министра со званием старейшины. Вот только в семье Наньгун были огненные духовные источники, а культивация и источник Чэнь Бин Юй были связаны со льдом. Семья Наньгун никогда не давала Чэнь Бин Юй указаний, она лишь предоставляла ресурсы для культивации. И таким образом она достигла царства истинной души. Ее врожденный талант не уступал талантам двух гордостей имперского города. Когда Чэнь Бин Юй достигла царства истинной души, возникли сложности. Чтобы найти способ прорваться, она отделилась от семьи Наньгун. Правитель Пылающего Солнца всегда считал Чэнь Бин Юй талантливой, поэтому согласился на ее просьбу. Он и подумать не мог, что Чэнь Бин Юй, годы назад покинувшая имперский город, вернется в качестве телохранителя Чутиня. Сила этой ауры. Неужели это был пик 9-го уровня пробужденной души? Правитель Пылающего Солнца не мог скрыть изумление. Темпы ее роста были слишком быстрыми. Глава 309. Ставка. Чэнь Бин Юй покинула семью Наньгун по двум основным причинам. Первая причина была главной. Естественно, это была ее культивация. Вторая причина хоть и была вторичной, однако значение имела важное. Чэнь Бин Юй была официальным гостем ветви маркиза Пылающего Пламени. Когда маркиз Пылающего Пламени погиб в бою, Чэнь Бин Юй лично стала свидетелем того, что родственников маркиза лишили званий и даже изгнали в отдаленные районы. Не стал исключением даже такой талант, как Наньгун Юнь. Чэнь Бин Юй тоже испугалась, поэтому простилась с правителем Пылающего Солнца. Правитель Пылающего Солнца отлично понимал положение семьи. С одной стороны, он учел мысли Чэнь Бин Юй, с другой стороны, он хотел как можно скорее унять хаос, поэтому на просьбу Чэнь Бин Юй согласился с радостью. Более того, он никоим образом не стал ее ограничивать, и она покинула семью Наньгну. Однако Чэнь Бин Юй до сих пор была ему немного благодарна. Если бы не статус официального гостя семьи Наньгун и уважение правителя, у Чэнь Бин Юй было бы мало хороших ресурсов, а она бы не достигла царства истинной души, не смогла бы поехать в центральное государство, не встретила бы Чутиня. С тех пор, как она последовала за Чутянем, она стала его главным помощником. Чэнь Бин Юй сложила ладони, поприветствовав правителя Пылающего Солнца. Приветствуя правителя Пылающего Солнца, правитель Пылающего Солнца знал, что Чутянь на стороне Чутиня, однако очень удивился, увидев ее лично. Эта холодная гордая женщина была довольна тем, что стала телохранителем Чутиня. Этот Чутянь действительно был вне ожиданий. Ледяные глаза Чэнь Бин Юй смотрели на Ван Ту. «Говори, ты хочешь сразиться?» У Ван Ту было такое выражение лица, словно его мучил запор. Ван Ту предполагал, что у торгового чуда есть очень сильный эксперт, но он не думал, что он окажется таким сильным. Это был эксперт на пике 9-го уровня пробужденной души. Самое страшное заключалось в том, что эта женщина считалась молодой. Она была всего на несколько лет старше Ван Тяньлуна, а ее талант не уступал двум гордостям имперского города. Почему она решила стать телохранителем Чутиня? Это не на шутку озадачивало, он не мог проигрывать. Если бы при нем был двукрылый ядовитый дракон, он бы уверенно сразился с экспертом пика 9-го уровня пробужденной души, однако дракон был мертв, и его боевая сила уменьшилась вдвое. Чэнь Бин Юй была ему не по зубам. Ледяные глаза Чэнь Бин Юй стали более агрессивными.
смело бросаешь вызов тем, кто слабее, и отступаешь, когда сталкиваешься с тем, кто сильнее. Может ли генерал Южного Лета был слабаком вроде тебя? При этих словах семья Ван гневно встала. Для них это была пощечина. Ха-ха, старшая Чэнь, зачем ты все усложняешь? Они бросили вызов мне, а не торговому чуду, не стоит вмешиваться лично. Со смешком вышел Чутянь под странные взгляды толпы. Я сам могу принять вызов семьи Ван, но у меня есть просьба. Ван Ту переполняла радость. Какая? Семья Ван может бросить мне вызов. Чутянь указал на Ван Ту, но не ты. Все втянули холодный воздух. Ван Ту уже стал генералом Южного Лета, но оказался слишком неквалифицирован. Чутянь даже не дал им высказаться. Я никогда не считал мои поступки клеветой в ваш адрес. Вы осознаете свое поведение. Я согласен на вызов семьи Ван, но я не согласен на так называемое очищение вашего имени. Вы не умеете отвечать за свои поступки, как вы можете сражаться со мной? Тогда с кем ты будешь сражаться? Со мной может драться любой, у кого есть навык, встали другие вице-генералы Ван Тяньлуна. Вы все слишком слабые. Слова Чутяня оказались слишком шокирующими. Он указал на Ван Тяньлуна. «Посмеешь сразиться со мной, героический боевой маркиз?» Сестры Мэн тоже оторопели. Король Южного Лета, 3 правителя и другие застыли. Все задавались вопросом, не послышалось ли им. Чутянь обошел Ван Ту, других генералов и бросил вызов самому героическому боевому маркизу. Он хоть знает, как силен боевой маркиз только что прорвался на пик 9 уровня пробужденной души, однако его боевая мощь считалась одной из высоких. Ван Тяньлун был одной из 2 гордостей имперского города, его талант был редким. Многие годы он провел на поле боя, сражаясь с многочисленными экспертами 9 уровня пробужденной души, хотя у него был 9 уровень. Чутянь с его тривиальным 6 уровнем пробужденной души хотел бросить вызов такой сильной личности. Разве это был не флирт со смертью? Ван Ту оторопел. Неужели Чутянь знает, что он проиграет, поэтому бросил вызов более известному человеку, чтобы проиграть более достойному? Не лучше было бы, если бы этим занялась Чэнь Бин Юй. Ван Тяньлун выпрямился. Армия боевого дракона никогда не отказывается от вызова. Президент Чутянь взял инициативу в свои руки и бросил мне вызов. Так почему же нужно отказываться от сражения? Если я выиграю, ты выполнишь просьбу семьи Ван и передашь нам Мэн Цину. Героический боевой маркиз согласился. Мэн Цину поникла и гневно сжала кулаки. Чутянь рассмеялся. «Молодая госпожа, не моя собственность, не говоря уже о том, что я не буду использовать ее в качестве ставки. Если я проиграю, я отдам тебе свою долю в торговом чуде». Тело Мэн Цину задрожало. У Чутяня были 70% акций торгового чуда. Он был готов отдать большую часть торгового чуда, но не хотел терять Мэн Цину, остальных охватила зависть. Чутянь собирался отдать торговое чудо семье Ван, а потом Чутянь добавил: «Если я выиграю, я хочу, чтобы ты отказался от титула героического боевого маркиза». «Отлично», — согласился Ван Тяньлун. «Вы двое, столбы страны, есть ли нужда сражаться из-за недоразумения?» Попытался вмешаться безмолвный правитель. «Это радостный праздник, и я надеюсь, что вы шутите», — Гу Цань Цу взволнованно добавил. Старец считает, что в словах безмольного правителя есть смысл. Можно ли так небрежно делать ставки? Даже если вам все равно, вам ведь придется учитывать последствия. Чего вы боитесь, безмолвный правитель, великий ученый? Издал мягкий смешок совершенный правитель. Ученый Чу сражается с тем, кто сильнее него, и он уверен в себе, почему бы не посмотреть? Даже если он потерпит поражение, останется очаровательная боевая легенда. Это необычная игра, но этот правитель считает, что должны быть рамки. Пока их жизням ничего не угрожает, игра не нарушает стиль жизни страны Южного Лета, правитель Пылающего Солнца нахмурил брови. Он понимал, что все сворачивают не туда, но не знал, кому помогать. На самом деле правитель Пылающего Солнца мыслил несколько эгоистично. Если Чутянь проиграет, разве Наньгун Юнь не вернется в семью? Семья Наньгун слабее уже 10 лет, и теперь, когда возникли проблемы у выдающегося потомка Наньгун Цзяня, если вернется Наньгун Юнь, семья сможет немного сплотиться. Король Южного Лета частично его понял. Совершенный правитель прав, должны быть рамки. Никто не имеет права сознательно лишать противника жизни. Что касается ставки, ее можно будет изменить. Король Южного Лета хотел достичь баланса. Он позволил Ван Тяньлуну уравновесить ситуацию в имперском городе, сделав Чутяня более сдержанным. Более того, если Ван Тяньлун получит торговое чудо, королевской семье легче будет вести с ними дела. Если Чутянь потеряет торговое чудо, король сможет заключить кое-какие сделки. Это был жирный ягненок. Чутянь собрался сражаться с Ван Тяньлуном. Это можно было считать лишь шуткой. Возможно, даже маркиз Божественного Ветра не мог сравниться с героическим боевым маркизом. Среди 9 маркизов героический боевой маркиз считался одним из лучших.
Обладая сильной родословной и наследием старой королевской семьи, Ван Тяньлун свысока смотрел на всех гениев его уровня. Обычный культиватор 6-го уровня пробужденной души не мог преодолеть этот разрыв, даже будучи чудовищным талантом. Хотя он не понимал, откуда у Чутеня взялась уверенность. Разумеется, никакого беспокойства по поводу результатов сражения не было, Наньгун Юнь победила Наньгун Цзяня из-за ее культивационной техники. Эта техника сводила на нет все пламя и поглощала атаку противника, чтобы обратить ее против него. Безусловно, Чутянь потерпит поражение, но и Чутянь, и героический боевой маркиз Ван Тяньлун были очень важными людьми. Король Южного Лета позволял им конкурировать тайно, но не мог допустить, чтобы они убили друг друга. Однако тут был безмолвный правитель, так что им ничего не угрожало. Боевая арена Королевского дворца. Вышел Ван Тяньлун, достав темно-золотистое копье. Копье было необычным оружием, доставшимся от старой королевской семьи, копьем ауры дракона. Ходили слухи, что материал для этого копья нашли в огромной драконьей пещере. Дракон жил в этой пещере больше 100 лет, и ее стены бесконечно омывала драконья аура. Железо очистилось до такой степени, что превратилось в железо ауры дракона. Железо ауры дракона было драгоценным материалом 3-го класса, который достался королевской семье Великого Лета. Они пригласили знаменитого иностранного ремесленника и, наконец, смогли выковать практически духовное оружие, ставшее копьем ауры дракона. Это копье не было таким уже сильным духовным оружием, но намного превосходило обычное оружие. Говорили, что в копье содержится мощь ауры дракона, и пламя этого копья может уничтожить любую энергию духовного источника пробужденной души. 3 года назад Ван Тяньлун, находясь на 9-м уровне пробужденной души, одним ударом убил эксперта на пике 9-го уровня. В основном он полагался на силу копья. А что же Чутянь? Под копьем ауры дракона погибала любая броня. Поражение Чутеня было неизбежным, поэтому вопрос стоял лишь в том, успеет ли его спасти безмолвный правитель. Безмолвный правитель был самым сильным в стране Южного Лета, и убить Чутеня было довольно тяжело. Но Ван Тяньлун не верил, что король накажет его, если он одним ударом убьет Чутеня. Почему Чутянь еще не вышел? Вызов бросил он ведь не испугался в последний момент, верно? Пока все говорили, вышел Чутянь, одетый в духовные доспехи высшего класса. На плече у него сидел белый лисенок, а за ним шли 18 людей в черном. Ван Ту сердито произнес: «Какой смысл? Поединку не нужна поддержка извне». Чутянь презрительно посмотрел на Ван Ту. Спрашивая генерала Ван Ту: «Разве раньше ты не сражался со своим драконом?» Услышав про дракона, Ван Ту сверкнул глазами. «Этот дракон был со мной 20 лет, мы уже стали одним идеальным сочетанием. Солдаты сражаются с драконами, так почему я так не могу?» Чутянь погладил лисенка по голове и сказал: «Этот зверь вырос со мной, и мы уже установили духовный контакт. Наши плоть и кровь взаимосвязаны, он часть меня». Лисенок сплюнул. «Да кто тут с тобой связан?» Чутянь не обратил на возмущение лисенка никакого внимания. «Ничего неправильного в этом нет, не так ли? С тех пор, как ты духовно связан со зверем, духовный зверь становится оружием культиватора и частью его силы. Задействовать его в сражении ошибка не будет». Король Южного Лета, сидящий на смотровой площадке, окинул взглядом 18 людей в черном, что стояли за Чутянем, но эти люди вмешиваться не могут, это идет вразрез с правилами поединка. «Прошу, король, взгляните». Чутянь зазвонил в колокольчик, и 18 людей сняли черные одежды. Увидев истинный облик этих людей, зрители тут же оторопели. Разве они были людьми? Их тела были вылеплены из мышц, все они казались экспертами. Кожа их была черной, словно ороговевшей, а глаза испускали слабое алое свечение. На теле каждого чудовища были кроваво-красные линии, похожие на татуировки, очень тонкие. Внимательно присмотревшись, в этих венах можно было увидеть светящуюся кровь. Это трупы инь, которых я усовершенствовал, которые не умеют самостоятельно мыслить и подчиняются мне. Чутянь зазвонил в колокольчик и влил в трупы инь духовную силу. Трупы инь синхронно шагнули вперед, словно были единым целым, точно выверенной машиной. Они всего лишь инструменты. Глава 310. Сила божественных трупов инь. Чутянь не был глупцом. Неужели он действительно позорится? Как он, будучи на 6-м уровне пробужденной души, мог победить кого-то, кто был на пике 9-го уровня пробужденной души? Если не учитывать внешние силы, то у Чутянь был способ выиграть, связанный с его духовным источником. Придя в этот мир, Чутянь бесстрашно сталкивался с бесчисленными экспертами, и главной причиной был его главный духовный источник. Не заботясь о цене и негативных последствиях, применив главный духовный источник и открыв 10 глаз, он мог сразиться даже с 3 правителями. Проблема заключалась в том, что для Чутяня это было очень опасно, и он не хотел применять это, если речь не шла о жизни и смерти. Без особой илы победа культиватора 6-го уровня над культиватором 9-го уровня была маловероятна. Чутяню оставалось положиться лишь на внешние силы, например, на лисенка и божественных трупов инь.
Так это и есть трупы инь. Действительно странная техника очищения. Эти трупы инь — предметы, поэтому их можно применять в сражении. Король Южного Лета и семья Ван не возражали. Трупы инь, лишённые сознания, были всего лишь инструментами вроде механических зверей, созданные механиками. Они не нарушали правила арены. К тому же, аура трупов инь была слишком слабой, чтобы угрожать Ван Тяньлуну и семье Ван, так что семья Ван их проигнорировала. Неважно, на какие уловки пойдет Чутянь, он не сможет преодолеть несоответствие силы. Роль рефери выполнял безмолвный правитель. Раздался удар боевого колокола. Ван Тяньлун стоял неподвижно, как скульптура, безразлично глядя на Чутянять. Президент Чу посмел бросить мне вызов, твоя храбрость заслуживает похвалы. Но даже если ты заручишься силой трупов инь, у тебя не будет шансов на победу. У Чутяня на лице была расслабленность. Если бы ты лучше меня знал, то понимал бы, что я регулярно творю чудеса. Чем труднее задание, тем выше вероятность, что победа окажется в моих руках. Итак, героический боевой маркиз, прошу, делай свой ход. Ты заставляешь меня ждать, рассмеялся Ван Тяньлун. Думаю, делать первый ход должен президент Чу, иначе ты сразу же потерпишь поражение. В правой руке Чутянь держал адский меч, лезвие которого горело пламенем, а в левой руке он держал колокольчик, управляющий душой. Тогда я не буду стесняться, высвободив духовную энергию, 18 трупов инь очнулись и выстроились друг за другом. Последний труп инь передал свою силу тому, что стоял перед ним, и, наконец, накопившаяся сила достигла самого первого трупа инь. Над землей запульсировала энергия. По прочному фундаменту арены волной прокатилась энергия. Сначала она текла, как вода, однако потом в стороны полетели земля и гравий. Незначительный навык даже не двинулся с места Ван Тяньлун. Приподняв копье ауры дракона, он осторожно ударил им по земле. Его окружило пламя дракона, которое сожгло всю энергию, стремящуюся к нему. Но в этот миг самый первый труп инь стал красным, словно кровь. Внутри трупа инь кипела несомненно сильная энергия, способная взорваться в любой момент, словно яростная буря. 17 трупов инь отдали энергию одному трупу. Как это произошло? Это полностью противоречило здравому смыслу, духовная энергия у каждого была своя, и если в тело проникало много чужой энергии, это причиняло только вред. Более того, у трупов инь были равные силы. Даже эксперт на пике 9-го уровня пробужденной души, накопив в себе силы 8 трупов инь, был бы на грани взрыва, а этот труп инь даже не пострадал. Сжав правой рукой копье ауры дракона, Ван Тяньлун медленно поднял его. Ему следовало защищаться. Выставив перед собой ладони, кроваво-красный труп инь породил бурю кровавой энергии, мгновенно образовавший энергетический шар. Увеличиваясь, шар превращался в солнце, испускающее кроваво-красный свет. Потом шар уменьшился, сжимая энергию и испуская сильное давление, под которым прогибалась земля. Все были ошарашены. Энергетический шар не был чем-то пустяковым. Он не только содержал в себе сильный трупный яд, но и был полон невероятной силы. Он был создан из божественной крови, и огромное давление в нем было, конечно же, беспрецедентным. Безмолвный правитель ощущал сжатую силу трупа инь, он сильно удивился. У этой энергии особенный атрибут, правитель никогда раньше не видел подобного. Совершенный правитель кивнул. У Чутяня много секретов, король Южного Лета нахмурил брови. Что происходит? Все трупы инь были на пике 7-го уровня пробужденной души. Они не были слабыми, но с такой силой не могли собрать такую мощную энергию. Ван Тяньлун не мог устоять на месте. Энергия была очень сильной и продолжала расти. Теперь она стала угрозой для Ван Тяньлуна. Вдруг ударило копье ауры дракона, оно сверкающей стрелой улетело в небо, пронзило облака. Ноги Ван Тяньлуна оторвались от земли, и он прыгнул в небо, крепко схватив копье. Рухнув с высоты 100 метров, словно камень, он пронзил облака копьем. Он призвал свой духовный источник, это было копье извивающегося дракона. Копье ауры дракона наполнилось силой духовного источника, и он мгновенно пришел в себя. Оно покрылось темно-золотистой чешуей, словно превратилось в водяного дракона, которого Ван Тяньлун удерживал в руках. Труп инь бросил перед собой энергетический шар. Шар столкнулся со стремительной атакой Ван Тяньлуна. Раздался драконий рев, который наполнил всех трепетом и изумлением. Копье ауры дракона окружала пылающая красная аура дракона. Она искажала воздух вокруг копья. Даже железо, встретившись с такой пылающей аурой, мгновенно растаяло бы. Сильная аура образовала невидимое свечение копья, которое увеличило его силу в несколько раз. Он жестоко напал на труп инь, решив заодно убить Чутяня. Красная атака и копье ауры дракона столкнулись, дрогнули волны дикой энергии, и земля на арене потрескалась, словно на высокой скорости врезались друг в друга два огромных корабля.
Раздался оглушительный взрыв, от грохота которого у людей волосы встали дыбом. Ван Тяньлун был уверен в способностях своего копия сжигать все, что можно. Неважно, какой у энергии был атрибут, он легко мог проглотить ее и превратить в ничто. Однако все произошло не так, как он ожидал. Энергия, которую выпустил труп Инь, была не просто чистой энергией, в ней была странная мощь, которую не смогла сжечь даже аура дракона. Ван Тяньлун не пробился и ощутил странную силу. Нехорошо. Взлетел в небо Ван Тяньлун, готовясь отступать. Кроваво-красная энергия превратилась в огромный кулак и камнем взмыла в небо. Кулак врезался в Ван Тяньлуна, и его дикая энергия отбросила Ван Тяньлуна на землю. Он отлетел на 10 метров, и земля вокруг него покрылась трещинами. Люди не могли не поразиться, героического боевого маркиза припечатали к земле. Как такое возможно? Героический боевой маркиз был на пике 9 уровня пробужденной души, комбинированная энергия трупов Инь с такой силой поразила героического боевого маркиза. Неудивительно, что Чутянь осмелился бросить ему вызов. Сила 18 трупов Инь оказалась выше, чем они полагали, земля снова раскололась. Ван Тяньлун рухнул под землю. Ван Тяньлун был в крайне жалком состоянии. Невероятно драгоценные доспехи погнулись, а взгляд был полон ярости. Ван Тяньлуна швырнули об землю в самом начале боя, это было для него величайшим оскорблением. Удар дракона, копье ауры дракона, окружённое несколькими слоями энергии, устремилось к Чутяню, словно дракон, завидевший добычу. Такая атака могла на месте превратить Чутяня в калеку. 18 трупов Инь одновременно выставили руки, и перед ними возникла кровавая паутина. Копье врезалось в паутину, и странная энергия оттолкнула его назад. Схватив копье, Ван Тяньлун стремительно взлетел в небо. Он снова ударил по паутине, и там мгновенно рассыпалось. Не зря он заслужил титул героического боевого маркиза. Сила его была потрясающей. Умри, разорвав паутину, Ван Тяньлун кинулся к Чутяню, однако выскочил труп Инь и заблокировал атаку своим телом. Копье Ван Тяньлуна вонзилось в труп Инь, и могущественная сила толкнула его на землю. Такая наступательная мощь должна была сокрушить труп Инь. Трупы Инь были очень сильными, однако если кто-то из 18 погибал, их сила значительно уменьшалась, и для торгового чуда это было огромной потерей. Трупы Инь падали один за другим. Копье Ван Тяньлуна летало, словно дракон, то и дело поражая трупов Инь. Семья Ван наблюдала за этим с радостью. Чутянь убил дракона Ван Ту, и если Ван Тяньлун уничтожит 18 трупов Инь, это можно будет считать возвратом долга. Удар, 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 все трупы Инь рухнули. В конце концов, они не знали культивационных техник и сражались довольно просто. Как они могли противостоять эксперту Ван Тяньлуну? Твои трупы Инь так себе. Когда Ван Тяньлун приготовился нанести последний удар, трупы Инь спустили кровавый туман, который окружил Ван Тяньлуна. Хотя Ван Тяньлун сокрушил их, он ощутил, как в его тело проникает энергия, от которой у него кружится голова, от которой он вдруг кренится к земле. Это все тело Ван Тяньлуна опутали кроваво-красные нити, невидимые невооруженным глазом, тонкие, словно волосы. Именно эта энергия сдерживала энергию Ван Тяньлуна. Ван Тяньлун решил шагнуть вперед, но с удивлением обнаружил, что земля тоже покрыта кроваво-красными нитями, которые образовывали сложный, большой массив. Один за другим падшие трупы Инь встали. В каждом из них была дыра, но божественная кровь быстро вернула им нормальный вид. Трупы Инь оказались слишком крепкими, даже эксперт 9 уровня пробужденной души не выдержал бы удара копья ауры дракона. А трупы Инь не только не погибли, они еще и залечили раны. Откуда у них бессмертное тело? Это была способность, полученная от божественной крови. Духовные боги были своего рода бессмертными существами, и даже если их тело рассыпалось на куски, они все равно могли мгновенно восстановиться. В трупах Инь текла божественная кровь, поэтому они тоже умели восстанавливаться. Они могли исцелиться, если не были уничтожены полностью. Печать божественной крови покрыла тело Ван Тяньлуна и сдержала часть его силы. Ван Тяньлун сердито взревел. Когда он был готов разорвать массив, его мгновенно окружили 18 трупов Инь. Передвигаясь сложным и загадочным образом, они создавали вокруг Ван Тяньлуна иллюзии, заставляя его думать, что он не может сделать ход. При виде этого на лицах Мэн Цин У и Мэн Ин проступило возбужденное выражение. Трупы Инь начали создавать формацию, поодиночке трупы Инь не могли выдержать даже одного удара Ван Тяньлуна, но с формацией результат был совсем другим. Даже силой Ван Тяньлуна было нелегко разрушить эту формацию.